Вот такой обалденно вкусный ужин я сегодня приготовил в качестве супа. Куриный суп с рисом и с яйцом. Обалденно вкусно получилось. А также на десерт манная каша с фруктовым киселем, персики с изюмом. А если вы желаете узнать, как я все это сделал, оставайтесь на моем канале, и я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить, и сегодня я решил сделать простенький куриный суп с рисом и с яйцом. Это обалденно вкусно и в то же время диетически и полезно. Давно это так не делал. И к этому я решил сделать на десерт кашу с киселем. Никуда не уходите, посмотрите, может быть, я вам подкину идею сделать то же самое или что-то наподобие такого, почему бы и нет. Но результат будет обалденно вкусный. А что время терять, покажу, что и как я буду делать. Итак, для этого супа мне понадобятся вареные яйца. Яйца у меня уже варятся, еще пару минут покипят, я их остужу. В это время я вымыл 3 куриных кусочка. Сейчас поставила вариться, как закипит, снимем пенку и добавим все составляющие, что нам понадобится. Суп это делается очень простенько, все, что понадобится мне для этого супа, я уже здесь приготовил на столе. Здесь у меня зелень, укроп с кориандром, перец, рис замоченный, 1 луковицу взял, 2 лавровых листа и морковка, и также пойдет сюда картошка. Сейчас я порежу лук и морковку. Я думал, какой бы суп мне сделать. Вспомнил, я же давно такой суп не делал. И это один из любимых моих супов тоже. Так. Пока мы ждем, чтобы курица закипела, мы сейчас займемся киселем. Итак, курица мне закипела, я только что снял пенку, а мы продолжим киселем. Пускай там курица теперь варится. Так, я сюда добавил в кастрюлю немного изюма. У меня здесь полбанки компот персики в сиропе. Сейчас этот мы добавим. Добавлю сахар по вкусу. Примерно так достаточно. Заливаем водой. Так. И поставим теперь вариться. Как закипит, мы добавим крахмал. Сейчас мы разведем крахмал тоже для этого киселя. Итак, на то количество воды, то, что у меня там в киселе, я думаю, что у меня 1,5 ложки крахмала здесь пойдет. Так что сейчас мы разведем 1,5 ложки. Так. Но я могу немножко ошибиться тоже. Так, суть дела. Сейчас мы разведем крахмал. Как следует перемешаем. И перед тем, как добавлять мы туда в кастрюлю с фруктами, мы опять перемешаем, потому что крахмал имеет свойство оседать на донышке. Также, когда мы будем добавлять крахмал, мы добавляем туда в кисель очень медленно и помешивая. И там мы сможем уже по густоте, что нам надо добиться. Если будет очень уже стать сильно густое, я прекращаю добавлять крахмал, потому что я иногда могу ошибиться. Я думаю, что 1,5 ложки крахмала это пойдет, но посмотрим. Так что мы этот раствор добавим туда фруктам и будем добавлять, помешивать, смотреть по густоте, что нам надо добиться там. Так, теперь в курицу мы добавляем перец зерновой. Вот примерно так достаточно. Добавляю лавровый лист, лук и морковку. И пускай потихонечку это кипит. И
И немножко можем сейчас подсолить, чтобы курица имела вкус. Но единственное вам скажу, что я немножко подсолил, потом я еще проверю, если надо, то еще подсолю. И также вы сами проверяйте. Главное, чтобы не пересолить. Пока у нас там все варится, я сейчас возьму картошку, почищу, вымою и порежем картошку, оставим на донышке. Так, теперь сюда можно добавить много риса. И как раз рис займет время немножко свариться, и к этому времени суп тоже приготовится. Итак, фрукты у меня хорошо здесь кипят. Я сейчас перемешаю крахмал опять. Я попробовал на вкус, и сахар всего достаточно, получается очень-очень вкусно. Так. И теперь мы крахмал добавляем, помешивая сюда к фруктам. Немножко неудобно, потому что... Так, густота у меня достаточно, так что мне немножко крахмала осталось здесь. Ну, это, наверное, думаю, что пол ложки. Так, 1 ложка крахмала сюда пойдет. И теперь я дам минут 5 так покипеть, и тогда на этом кисель у нас готов будет. Итак, сегодня я сделаю манный кисель. Сюда в кастрюльку я налил немножко воды и залил молока, примерно до половины. Примерно так достаточно. Досыпаю сюда сахар по вкусу. Так, достаточно, я еще проверю, еще надо, то еще добавлю. И теперь это отправляю на плитку и помешиваем, чтобы где ничего подгорало. И теперь я сейчас приготовлю манку тоже. Взял маленькую такую тарелочку. Сейчас насыпем манки, сколько понадобится. Так, я думаю, что этого достаточно. Я добавляю количество манки примерно по количеству молока. Сюда обязательно добавляю соль для баланса. И, конечно же, сахар. И добавим уже кипящее молоко, помешивая. Итак, манку я уже добавил в кипящее молоко. Добавлял я очень медленно. И теперь постоянно мы помешиваем, чтобы нигде ничего не подгорело и чтобы манка не была в комках. Манка готовится сама по себе очень-очень быстро. Уже начинает густеть моя каша. Так что я думаю, что минут через 5 она загустеет и, может быть, выключать газ. И на этом у нас манная каша готова. И поставил на маленький огонь. Так, время от времени помешиваем, минут 5 до готовности. В то же время из нашего супа я вытащил мои куриные кусочки здесь, бедрышки, отделил от костей и порезал мелко. Отправляем обратно в суп. И сюда же сейчас добавляю картошку теперь. Накрываю, пускай потихонечку это варится. А я сейчас почищу куриные яйца вареные. Итак, здесь я взял яйца. Порежем слегка, ну так, среднего размера. Чуть-чуть покрупче, чем на салат. Все добавляю на глаз, но у меня здесь 3 яйца сегодня. И в то же время наш суп я перенес на маленькую конфорку, чтобы потихонечку кипел. И сразу же я порежу зелень. Из зелени у меня здесь укроп с кориандром. И мы добавим уже в самую последнюю очередь, когда практически суп у нас готовый. И на этом все нарезки у нас закончатся на сегодня. Вот так. И теперь яйца перенесем в суп. И дадим еще минут 10 покипеть. К этому времени у нас картошка сварится, и тогда суп будет практически готовый.
Уже такой аппетитный получается. Сейчас сразу попробую на вкусовые качества. Обалденно вкусно получается, но немножко соли надо. И пускай потихонечку теперь у нас так кипит. Итак, супец у нас приготовился. Я выключаю газ теперь. И сюда отправляем нашу зелень. Так. Как следует перемешаю. И минут через 10 можно подавать уже на стол. Ну, вот такой обалденный результат получился. Суп. Куриный суп с рисом и с яйцом. И сделал на десерт сладкая манная каша с киселем изюм и персики. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить в качестве супа. В моем случае я приготовил куриный суп с рисом и с яйцом. Я давно это не делал и подумал, что как раз можно это сделать. И к этому сладкое приготовил манную кашу с фруктовым киселем, персики и с изюмом. У меня была банка компота персикового, я вчера открыл, и полбанки у меня оставалось, и я решил это добавить в кисель, и получилось все обалденно вкусно. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дал какую-то идею сделать то же самое, решили наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хотел попрощаться. Моя семья садится теперь за ужин, а вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.